По всей Америке прошла новость о похищении ребенка. Днем некий мужчина вырвал ребенка из коляски и побежал. В этот момент с ребенком была его старшая сестра и брат, но старше они были не намного. Родители оставили детей на пару минут, чтобы закрыть дверь. Видео сделано в 2009 году. Двое друзей засняли существо, которое проходит рядом, не замечая их. По мнению некоторых пользователей, это хороший монтаж того времени, потому что в самом начале видно, что существо не выходит, а будто появляется из ниоткуда. Строители, работающие в этом здании, жаловались, что кто-то буквально мешает им заниматься своим делом, так как после ремонта крыши она обвалилась. Здание не могут отремонтировать уже более года, хотя изначально собирались за пару месяцев. Один из строителей снял, как нечто белое ходит по этому зданию. Как написал автор, он считает, он снял то, что по его мнению и мешает им работать. मैं कोशिश करता हूँ वो जो हिलती हुई जगह नज़र आई थी उसके पास जाके देखूँ वहाँ पे क्या है और कौन सी ऐसी चीज़ है। नाज़रीन यकीन माने यहाँ पे बहुत खौफ है, अंधेरा है। अरे ये आवाज़ भी आ रही है कुछ, हालांकि यहाँ पे कोई नहीं मेरे सिवा, तो ये आवाज़ें कैसी आ रही है। आए नाज़रीन हम हिम्मत करके वहाँ जाने की कोशिश करते। अरे नाज़रीन वो देखें सफ़ेद कपड़ा एक नज़र आ रहा है हिलता हुआ, आवाज़ भी उसी तरफ से आ रही थी। अब हम कोशिश करते हैं उस तरफ जाने की और देखते हैं वहाँ पे कोई जिन है या कौन है. और автор снимал, как его кот играется на кровати. Только после того, как он пересмотрел запись, увидел, как над котом на секунду появляется размазанное пятно. Это не похоже на неисправность камеры. Выглядит так, будто кот играет с чем-то потусторонним. Снимая заброшенное старое здание, в объектив попала сущность в окне, которая вызвала шок у автора. Однако, выложив это видео в сеть, большинство комментаторов не поверили в данное явление. А что думаете про это видео вы? Нифига себе. Андриана! Андриана! Камера наблюдения на улице зафиксировала движение и сообщила о нем. Посмотрев утром видео, хозяева были уверены, что на видео попала проходящая мимо кошка. Однако, увидев запись, они решили выложить ее на свою страницу в Facebook, подписав видео «А какая пыль у вас?». Но вот люди стали странно реагировать на это видео, писав, что это не похоже на пыль и летит слишком неестественно. Люди писали, что они сняли некое животное, которое не знает наука, либо же что-то мистическое. Дмитрий с канала «Паранормальный Израиль» посетил заброшенное здание, в котором, по словам очевидцев, обитает что-то паранормальное. Оттуда каждую ночь доносятся странные непонятные звуки. Проведя там некоторое время, на камеру попала странная тень, которая там просто не могла быть. Но даже если этому можно дать какое-то объяснение, то тому, что произойдет дальше, я его не нашел. Но дело в том, что никого нет. Вот что самое интересное, что я вам хочу сказать. Ладно, будем проводить другие эксперименты, будем...
Самое интересное, что когда автор встал, он даже не коснулся стула. Тогда остается вопрос, что помогло ему упасть, а дальше его будто что-то потянуло за собой. Сейчас я взял свет. Сейчас я, выключу ночной режим. Ссылку на оригинальное и полное видео я оставлю в описании и рекомендую вам посмотреть. Во время молитвы из мужчины начала выходить какая-то сущность, а может быть проявляться внутри него. Смысл ему притворяться я не знаю, но если это действительно правда, то выглядит достаточно жутко. Тем более, в этом зале он был такой не один, в ком начала проявляться сущность. Услышав, как на кухне падают приборы, девушка сразу начала снимать. Заметно по голосу, она очень сильно напугана, но объяснения такому явлению у меня нет. Knife was moving like a minute, and that knife's moving. Oh fuck. Oh, guys. Снимая природу своего города, мужчина заметил, как некий силуэт идет под мостом. Только вот туда никаким образом попасть нельзя. Так что там делает это существо? По словам автора, с этого моста много лет назад живыми скинули 5 девушек, якобы за то, что они зарабатывали своим телом. Мужчина написал, что этим призрачным силуэтом может быть призрак одной из девушек. Видео выложили на сайт Reddit и подписали. Когда я пошла стирать одежду, услышала звуки и начала снимать. Мне кажется, девушку просто разыграли, но я бы безумно испугался, увидев такое. Автор услышал, как его попугай очень сильно начал буквально кричать. Спустился и увидел, как его кресло качалось само по себе. Сквозняка дома не было, и кроме как попугая и автора в доме никто не живет. Я всегда недолюбливал такие кресла в фильмах ужасов. Камера наблюдения засняла, как человеческий силуэт просто растворился в воздухе. Красивый монтаж или камера засняла призрака? Оставляю этот вопрос вам для обсуждения. На домашний номер позвонили и представились экстренной службой. Поинтересовались, кто находится дома. К телефону подошел мальчик 8 лет и ответил, что он дома один и никого из взрослых нет. Через 20 минут дверь в его дом пытался выбить неизвестный мужчина. В этот момент мальчик звонил в 911. Страшно даже представить, что хотел этот мужчина и каково было ребенку. Еще одно испарение человекоподобного силуэта в воздухе. Охранник заметил, как человек начал приближаться к закрытой территории, но буквально через секунду он растворился.